Проложив основные отношения полутонов, а мы должны помнить о том, что самое большое количество содержания в предмете освещенности — это не цвета, это не тени, это переходные зоны, полутона, которые нам как раз и создают весь локальный цвет предмета, освещенность. Теней меньше, тени имеют более контрастный рисунок, но за счет полутонов мы как раз и решаем основные отношения. Я начинаю добавлять тени. Вот в таком пути по имприматуре они могут добавляться и более фактурным тоном и цветом. Помним, что тени холодные, то есть можно мешать холодно-зеленые с синим, чуть-чуть с красным тоном, да, и мы решаем, мы добавляем оттенки теней в этом дереве, ориентируясь на то, что солнце сверху, поэтому тени все уйдут немножечко в нижнюю часть, да, то есть они окажутся немножечко больше внизу, чем они оказываются в вечернем состоянии, когда тени длинные и когда тени тянутся в горизонт и становятся такими более тягучими, длинными и по форме меняются, в отличие от дневных состояний. Где-то еще чуть-чуть добавить можно теней и по первому плану, коль они появились, да, то есть где-то в пятнышках травы, да, то есть сюда мы еще войдем. Обязательно добавляем тени на заднем плане, то есть мы добавляем тени в горизонте, потом мы добавим там чуть-чуть света, но сейчас нам важно решить теневые куски, то есть они будут холодные, то есть большие какие-то пятнышки теневые мы можем добавить, и уходим на написание нашего неба. То есть основные цвета, основные оттенки у нас решены. Мы должны разнообразить свое небо по силуэту. Когда небо динамичное, летящее, здесь употребляется такой легко истерический, я бы даже сказал, мазок, да, то есть он кладется кистью как динамическая форма, то есть с отрывом, с каким-то таким движением более хлестким, то есть чтобы появилась динамика. Когда вы начинаете писать работу, вы всегда должны понять, что вы хотите сказать зрителю в пейзаже, какое состояние вы хотите ему передать. Спокойное и умиротворенное, или это будет нечто, вот как мы сейчас пишем, динамическое и такое широкое, или это будет даже трагическое состояние. Пейзаж способен передать огромное количество разных эмоций в том числе, да, то есть и мы можем вспомнить и пейзажи Левитана, где каждое состояние у нас, его природы, вызывает у нас какие-то эмоции. Вот, поэтому нам надо создать некую динамику, поэтому мы и употребляем динамический мазок, да, то есть он такой более хлесткий, более отрывистый, и сразу же с помощью него мы формируем и силуэты, в том числе дальних облаков. Облака еще не просветлены в самых светлых местах, мы сейчас поправляем форму. Мы решили их основной цвет и тон. Помним, что верхние части у нас холодней, да, то есть верхние части у нас идут с холодными цветами, и вниз мы спускаемся к нейтральным и к более теплым. На этом этапе всегда очень важно проследить касание. Вот тут можно использовать себе, да, свой собственный палец, только вот желательно, чтобы он был чистенький. Да, то есть также его можно вытереть тряпочкой где-то немножко, да, то есть вот какими-то
легкими касаниями мы можем убрать вот эти вот жесткие границы. То есть облака мягкие, облака это форма, да, то есть облака это форма круглая, поэтому мы об этом должны помнить. И теперь у нас в середине наших световых частей, чтобы форма закруглилась, как яблоко, как шар, как голова человека, то есть это тоже форма округлая. Мы можем проставить более светлые оттенки для того, чтобы облако стало объемным, не касаясь края. То есть мы ставим оттенки в середине более светлые, не коснувшись края этого облака. За счет этого облако становится более объемной и более круглой формы. И все равно часть подкладки у нас остается нетронутой. Это дает такой вот красивый эффект многослойности в нашем небе. И мы это тоже можем использовать. В том числе и в нижней части мы также добавляем светлых оттенков в наши облака, ориентируясь на то, что они не должны высветлиться до той степени, как верхние. То есть они могут пойти, но не до такой степени явного высветления. То есть небо полетело, какие-то появились тонкие мелкие облака. В принципе, можно себе даже вернуться и к синей части этого неба чуть-чуть поправить облака. И мы сейчас будем спускаться вниз к дописыванию дерева как главного героя и к написанию поля. Привычным методом мы заходим в дерево, заходим нашим небом. Да? То есть мы берем оттенок более темный, чем у нас является наша поверхность неба. И заходим в дерево, формируя его силуэт, формируя его уже обрез. То есть можно в этом этапе в том числе и вписывать касание дерева в небо. То есть более темные пятна, более тонально погруженные мы делаем для того, чтобы у нас окруженный темными ветками нашего дерева эти пятна не излишне не засветились. То есть появляется уже более сложный силуэт этого дерева, который уже работает как не плоское пятно, а уже появляется его объем. Добавим немножко в задний план света на деревьях, очень мягко, очень нежно мы добавляем более светлый оттенок по деревьям, чуть-чуть зеленоватый. Ну, тут главное не переборщить, то есть, именно добавить в тех местах, где он нам действительно искренне необходим. И точно так же, как и в любой работе, мы теряем контур, теряем силуэт, тем более в дневном состоянии. Это будет сильнее уходить, сильнее туда сказываться. Этот вписывающий тон, вписывающий оттенок неба. Стоит еще чуть-чуть тронуть контуры теневых, потому что дерево пишется трехслойно. Проложив сейчас основной тон и тон теней, мы должны полностью протянуть весь ствол
через всю поверхность нашего дерева, чтобы потом закрыть его ветками первого плана. То есть, действуя по работе как по определенному схематичному механизму, ствол нам нужно проложить, не заботясь о ветках и группах листвы первого плана. Это делать и легче, и на самом деле это и правильнее, потому что мы прослеживаем весь рисунок этого дерева, этого ствола по дереву через всю эту поверхность. Так как это быстрый этюд, мы не будем преследовать особенно мелких детализаций в веточках, но в длительной работе со стволом можно повозиться немножко подольше, то есть заставить его оказаться таким ажурным и очень-очень нужным для нашей работы. И теперь только лишь мы начинаем высветлять группы веток первого плана, закрывая этот ствол и уводя его в глубину по нашей работе. То есть мы закрываем этот ствол группами веток первого плана. Эту механику можно увидеть у большинства живописцев эпохи передвижников. То есть это действительно механизм, который позволяет очень быстро и очень действенно сделать дерево объемным и сделать дерево многослойным.